Здравствуйте. Продолжаем разбираться с Kubernetes. Сегодня мы поговорим о том, как правильно загадывать желание золотой рыбки. Ага. Если более точнее, мы с вами будем учиться писать манифесты для Kubernetes так, чтобы он нас понимал, а мы могли ему нормально объяснить, а что же мы из-под него хотим. Грубо говоря, сегодня самое начало самых начал работы с манифестами, работы с объектами в Kubernetes. Мы потихоньку будем их изучать, какие объекты есть, как с ними работать. В общем-то, нормальная текучка в работе администратора, или девопса, в зависимости от того, кем вы себя считаете. Для работы нам потребуется любой кластер Кубера. Это может быть нормальный кластер, это может быть однонодовый, это может быть K8s, это может быть K3s, это может, не дай бог, мини-куб быть. В моем случае... по-русски. В моем случае у меня вот такой маленький кластер с одной control-нодой и двумя worker-нодами. На самом деле не суть важно, мы будем заниматься основами, и в принципе для основ нам подойдет любой кластер. Первый компонент кластера Кубера, который мы с вами посмотрим, достаточно простой, называется namespace. Он используется для изоляции групп ресурсов внутри кластера Кубера. Грубо говоря, вы группируете ресурсы в какой-то области. Область называется namespace. Где-то это местами похоже на директории файловой системы, но не настолько развито. В директории файловой системы, кроме файлов, может содержать еще и другие директории. В случае Кубера namespace не может содержать другие директории, другие namespace в себе. То бишь это как бы одноуровневая структура. После того, как вы создали кластер, или кластер у вас абсолютно новенький, как в моем случае, у вас есть некий набор namespaces, который вы можете посмотреть при помощи команды kubectl get namespaces, но можно писать краткие сокращения некоторых сущностей, чтобы написать namespaces, просто пишем ns в данном случае. И вот если глянуть на те namespaces, которые сейчас у нас в кластере есть, здесь есть 4 namespaces, которые есть по умолчанию в любом кластере. Все остальное добавляется потом. В моем случае здесь эти 4 namespaces присутствуют, вот они обозначены. Это default, kubnode lease, kubepublic и kubesystem. Остальные namespaces это у меня драйвер сети был установлен, и он тут свои собственные namespaces для себя сделал. Итак, по умолчанию какие у нас есть namespace, их будет 4. Значит, default это namespace по умолчанию. Если вы создаете какой-то ресурс и явным образом не указываете namespace, в котором он должен будет создаваться, где он будет размещен, он по умолчанию помещается в namespace default. Настоятельно рекомендуется для работы создавать свои собственные namespace и по возможности не пользоваться namespace default. Просто не пользуйтесь им. И не удаляйте его. Дело в том, что он содержит кое-какие важные компоненты, в том числе там есть один очень важный для работы сервис Кубера. Честно говоря, я ни разу не удалял namespace default. Возможно, его Кубер пересоздаст по новой. Черт, не знаю. Не экспериментируйте на живых Кубере, не надо, default не удаляйте. И не пользуйтесь им. Следующий namespace это kubnode.lease. Значит, в принципе, он применяется для того, чтобы хранить объекты lease. Что такое объекты lease, я честно признаюсь, не знаю. То есть в документации написано, что эти объекты позволяют кубилету как-то там сообщать системе о том, что нода жива, не жива. Никогда с этим не сталкивался, не работал, но в любом случае вот здесь мы можем с вами увидеть разные лизы. Можем, например, посмотреть какой-то лиз. Давайте посмотрим какой-то лиз с именем вот этой ноды. И очень удобно это выводить в формате YAML, и less. Вот так обычно мы смотрим содержимое манифеста какого-либо в кубере. Самый простой вариант, естественно, в командной строке. Соответственно, как там? Лиазе. Так вот будет, правильно. Соответственно, собственно говоря, та информация, которая в нем находится. Что там нужно, для чего оно нужно, повторюсь, я не знаю, никогда с этим не сталкивался. Но опять же, данный namespace присутствует, удалять его тоже не надо.
Namespace kubepublic, он публичный, ну, судя по названию public, да, публичный. Он доступен для чтения всем клиентам, в том числе не прошедшим аутентификацию. Там хранится много служебной информации, и эта служебная информация обычно о вашем кластере, допустим, конфигурация kubeadm. Если вы вспомните, как мы ставили кластер Kubernetes при помощи kubeadm, мы когда добавляли другие ноды, kubeadm на других нодах информацию из кластера брал вот отсюда, то есть из kubepublic. Можно его посмотреть, там находятся разные компоненты кластера, там находятся конфиг-мапы, там находятся, по-моему, сертификаты, еще что-то там находится. В общем, публичный тоже namespace, трогать его не надо. Последний namespace это kubesystem, kubectl, namespace kube-system. Я вот покажу только, какие поды там есть. Значит, грубо говоря, сейчас в kubesystem, да и в дальнейшем в kubesystem у вас должны находиться приложения control plane. Знаете, что такое control plane? И здесь мы с вами их видим. Во-первых, etcd мы здесь с вами видим, API сервер, контроллер, kubeproxy, шедулер, ну, планировщик, да. Также мы здесь видим DNS сервера, это core DNS и кэширующие DNS сервера для каждой ноды кластера. Вот. В принципе, сюда можно добавлять какие-то дополнительные приложения, которые вы считаете, что они относятся к системе Кубера. И в дальнейшем действительно сюда мы кое-что потом добавим по мере необходимости. Но, разумеется, в данный namespace мы не должны помещать ваши приложения. По-хорошему, мы при помощи правил Role-Based Access Control должны будем закрыть от пользователей данный namespace, чтобы они не могли здесь шалить. Но поскольку кластер только что установлен, мы вот только-только начинаем работать, и у нас сейчас права самого главного администратора, поэтому мы здесь это все видим. Итого 4 namespace, которые у нас здесь есть. Это Default, это NodeList, kubepublic и kubesystem. Для работы пользователей в системе обычно создается какой-нибудь namespace. Ну, в нашем с вами случае мы создадим с вами namespace с именем work, и в дальнейшем все действия будем производить в нем. Значит, собственно говоря, теперь в списке namespace появится namespace work. Информацию о нем можно получить. Но на данном этапе здесь ничего нет. В дальнейшем мы namespace будем использовать для всяких различных ограничений. Там, по ресурсам ограничивать, сетевые ограничения. Можно на базе namespace делать. Да, много чего можно делать на базе namespace. Сейчас просто простейший namespace work, в котором мы будем с вами шалить. Еще один важный момент, который вы должны знать про namespace. Значит, если вы удаляете какой-то namespace, а удалить namespace очень просто, kubectl delete, ns и имя соответствующего namespace, а все компоненты, которые вы в этом namespace размещали, все вот эти манифесты, все там деплойменты, поды, сервисы и прочее, они будут автоматически удалены. То бишь при удалении namespace все, что в нем находится, тоже системой удаляется. Поэтому аккуратненько с удалением namespace 20 раз подумайте, прежде чем вы его удалите. А сейчас мы с вами поговорим об основном ресурсе, об основном компоненте кластера Kubernetes. Это так называемый под. Наименьший компонент, который содержит в себе коллекцию контейнеров. Это может быть один контейнер, это может быть несколько контейнеров, но вот минимальная структура в кластере Kubernetes под. И все, что в дальнейшем мы будем крутить в кубере, оно все будет крутиться вокруг вот этого самого пода. Поэтому под мы сегодня рассмотрим достаточно подробно, что это такое, что с ним можно делать, как его правильно организовывать и так далее. То есть, сразу говорю, под это вот то, ради чего все, в случае кубера, затевалось. Это приложение, либо приложения, которыми вы будете управлять. В нашем случае это контейнеры. Как я уже говорил ранее, мы с вами для того, чтобы что-то сделать в кубере, мы должны создать манифест, а потом этот манифест в этот Kubernetes кинуть. То бишь наши пожелания золотой рыбки выглядят в виде манифестов. Манифесты могут быть в виде YAML файлов, либо JSON файлов. JSON писать неудобно, YAML все-таки сделали как альтернативу, которая удобна человеку, не машине, человеку читать и писать. Хотя машина тоже неплохо с YAML работает. Любой файл манифеста состоит из каких-то заранее определенных полей,
и их значений. Ну, то есть, по большому счету, YAML это какой-то файлик в виде ключ значения. То бишь, есть некий ключ, потом какое-то значение, ключ, какое-то значение. Соответственно, какие конкретно ключ значения можно использовать в YAML-файле, описывается в так называемой API Kubernetes. То бишь, есть у Kubernetes API. Это отдельная документация, мы чуть позже ее посмотрим. И вы всегда в файле манифеста при помощи ключа API version вы должны указывать, какой API вы используете. Ну, в данном случае V1. Опять же, чуть-чуть позже, потом покажу вам, что значит API V1 и так далее. Дальше мы говорим при помощи ключа kind, что мы делаем. Что такое, какой kind мы будем с вами создавать. В нашем случае это будет pod. В нашем случае будет под. Значит, почему у меня такие хорошие подсказки? Вы наверняка зададите вопрос, когда посмотрите данное видео. У меня стоит расширение Kubernetes. Это Visual Studio Code. Это расширение Kubernetes. Соответственно, это расширение видит, ну, стандартный API он и так знает, но кроме всего прочего, он у меня настроен, он видит еще и мой кластер, который у меня сейчас есть. Расширением Kubernetes мы сейчас заниматься не будем, просто у меня вот здесь подсказки вылетают, они на самом деле мне сейчас мешают объяснять вам, что к чему. Ну, вот просто, чтобы вы не пугались, вот это вот расширение вот так работает. Итак, у нас есть kind-pod. Это то, что мы говорим, что мы будем описывать kind-pod, который находится в API Kubernetes версии 1. Дальше обычно у нас идет разделы этого kind, и в нашем случае мы указываем два основных раздела. Это раздел metadata, где будут храниться метаданные, и раздел spec, это спецификация конкретного пода. В разделе metadata мы обязательно указываем поле name, то бишь мы указываем имя ресурса, и здесь мы указываем, ну, допустим, my first pod. Почему бы и нет? На самом деле это имя может быть любым. Главное, чтобы ресурса с таким же именем в данном namespace не было. Потому что если там будет ресурс с таким же именем, ну, у вас могут быть коллизии, неприятности. Ну, в большинстве случаев он просто не даст создать такой ресурс. Дальше мы указываем namespace, где мы размещаем наш, в данном случае, под. Значит, если namespace не указать и просто сделать kubectl apply, это команда, которая применяет манифест, то по умолчанию это будет в namespace default. Есть два варианта указать namespace, где вы хотите разместить ресурс. Это явно указав его в манифесте, как вот мы сейчас сделали namespace work, либо указав при вызове программы kubectl. Значит, я здесь сейчас пока буду писать прямо в манифестах namespace, где мы будем работать. В спецификации у нас тоже есть дополнительные поля. В данном случае мы должны указать контейнер, либо контейнеры, которые будут запускать Kubernetes. Напомню, что Kubernetes это оркестратор, он занимается контейнерами. Вот, соответственно, самая минимальная сущность это у нас под, и в этом поде мы должны указать контейнер, который будет использоваться. Значит, containers это у нас в случае YAML, в случае версии 1 Kube API и KindaPod, containers это у нас массив. Соответственно, элемент массива в YAML обозначается через вот такое тире. То есть это у нас элемент массива. Здесь мы говорим, ну то есть, грубо говоря, здесь мы можем делать несколько контейнеров, указать. В данном случае будет всего лишь один. И дальше у нас идут поля, которые описывают наш контейнер. Имя Nginx это не имя контейнера, это имя контейнера внутри пода. Потому что на самом деле какой контейнер будем использовать, вот указывается чуть ниже при помощи параметра image. Nginx latest мы тут указываем. А вот это имя контейнера внутри пода. Дальше мы указываем, какие порты данный контейнер, собственно говоря, экспортирует. В нашем случае при помощи параметра контейнер порт 80. Обратите внимание, это тоже массив. То есть мы можем указать несколько, ну, допустим, у вас приложение, которое слушает несколько сетевых портов. Соответственно, здесь ports вы можете указать несколько контейнер ports. Значит, здесь на самом деле может быть много дополнительных параметров. Допустим, по умолчанию это там, протокол TCP сейчас используется. В порту мы можем указать имя, можем не указывать. Это такие тонкости, которые мы будем потом потихонечку с вами встречаться. В данном конкретном случае мы знаем, что у нас в контейнере находится Nginx, и он слушает запросы на 80-м порту. Забегая немножко вперед, могу сказать, что если вы не укажете порты вашего контейнера,
вот, допустим, я не укажу вот этих две строчки, это не значит, что Nginx 80-й порт не откроет и не будет его слушать. Будет его слушать. И к нему можно будет обратиться. В принципе, без проблем. Но обычно указывают порты для того, чтобы потом при помощи других компонентов на них можно было ссылаться. В принципе, можно было на этом ограничиться, но хорошим тоном считается указывать ресурсы, которые потребуются для вашего контейнера. О ресурсах и что это такое, зачем и почему мы говорим чуть позже. В данном случае я указываю два ресурса. Это request, то есть при запуске контейнера сколько выделить оперативной памяти и процессорного времени для моего контейнера. И лимит, то есть предел, выше которого контейнер не может прыгнуть, то есть не больше 128 мегабайт оперативной памяти и 500 ми у нас здесь CPU. Ну, одно ядро это один, CPU 1, 500 ми это половина одного ядра. Ну, опять же, не физическая половина, мы процессор не можем распилить пилой, это просто процессорное время, половина от одного ядра, которое выделяться будет на обработку, если это надо, нашего контейнера. И, в общем-то, на самом деле, все этого нам хватит для того, чтобы запустить наше приложение. То бишь, вот так вот минимальным образом мы с вами описываем под. Откуда я знаю вот все эти параметры и так далее? Ну, тут два варианта. Вы можете спросить свой локальный там, искусственный интеллект какой-нибудь там, не знаю, который у вас есть под рукой. Просто дать ему команду, а напиши-ка мне под с такими-то параметрами. Ну, сейчас модно молодежно использовать, да, и этих целей. Но на самом деле есть документация, она находится в интернет. Это документация по так называемому Kubernetes API. Ссылочка, естественно, будет вот там ниже. Вот здесь оно присутствует, Kubernetes API. И если мы возьмем раздел Workloads, Pods, то мы, в принципе, получаем все, что можно использовать в манифесте нашего пода. То есть, вот, допустим, мы пишем, что API version 1, kind pod. Дальше мы указываем метадата. Здесь ссылочка на объект метадата, что может быть в этом объекте метадата. Там name, generate name, namespace, blah labels, annotation и так далее. Вот. Дальше у нас идет раздел specification. И мы идем просто дальше и смотрим там под specification. Вот в нашем случае были containers. Заходим дальше, смотрим, что можно делать в контейнере. В контейнере мы указывать можем имя, image, pull policy, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, полноценная документация, что можно использовать в этом манифесте, она есть. Ее нужно читать, она хорошая, она хорошо все описывает. И почитав документацию, вы спокойненько опишите любой под, ну или любой элемент Kubernetes API. Создадим наш под. На самом деле под можно создать при помощи команд kubectl, create pod и указать много-много аргументов командной строки. И в принципе kubectl умеет создавать поды без файла манифеста, а при помощи аргументов командной строки команд kubectl. Но я не рекомендую так делать, потому что, во-первых, длина командной строки маленькая, все свои пожелания золотой рыбки в командной строке как бы указать плохо, ну то есть не хватит просто места. А лучше все свои желания записывать. Вот знаете, так вот, как пишется Porsche. Вот вы напишите Porsche, вот у вас желание есть. Ну, конечно, Kubernetes вам Porsche не подарит, но вот при помощи манифестов мы говорим более развернуто. То есть мы более развернуто, более наглядно пишем свое пожелание. И кроме всего прочего, мы это можем сохранить в гите и потом еще 20 раз использовать. А если каждый раз аргументы командной строки набирать, ну, это неудобно. Более того, были прецеденты, что вот эти аргументы командной строки, они менялись от версии kubectl к версии kubectl. И если где-то у вас батники были написаны там kubectl чего-то, вам придется все переписывать. Это не есть хорошо. Манифесты так часто не меняются. Очень крайне редко. Ну ладно, в нашем с вами случае для того, чтобы применить под, то есть сказать куберу, что нам нужно создать под, мы даем команду kubectl apply, либо в первом случае можно create указать. В нашем случае play и дальше имя файла манифеста, вот он здесь находится, в директории манифест, он у нас запускается. Теперь мы проверяем, что у нас под создался. Мы говорим, что нам нужен namespace work, видите, параметр "n", namespace work, мы говорим в namespace work get pods, покажи, какие там поды есть. Значит, здесь мы видим под my first pod, вот это имя, которое у нас вот здесь находилось в метадата. Как вы видите, здесь выводятся разные статусы, но не только здесь, мы еще чуть дальше посмотрим.
Давайте поговорим о состояниях. На самом деле в документации про под прямо написано, какие состояния есть, через какие состояния он проходит. Ну так вкратце пробежимся. Значит, смотрите. Есть такая команда kubectl describe. Она позволяет вам получить информацию о вашем поде из кластера Kubernetes. То бишь, мы с вами узнали, что у нас вот запущен под. Мы говорим команду describe. Расскажи мне про под с таким-то именем, namespace и work. Значит, поскольку информации будет очень много, я это просто по конвейеру передам в команду less, чтобы посмотреть, что к чему. И, соответственно, вот здесь мы видим полностью описание. Давайте так вот подвину, чтобы было больше. Полностью описание вашего пода. Как он называется, namespace, ну, прочие некоторые нюансы, которые здесь есть, там IP-адрес, который он получил, какой у него там контейнер и прочее, прочее, прочее. Condition очень важная информация. И на самом деле вот в самом низу есть раздел Events, какие события происходили, связанные с этим подом. И тут мы видим, что у нас, видите, планировщик сказал, что мы под назначили на ноду VR2 Крюков Local. То есть по каким-то там своим соображениям планировщик, когда увидел, что у них в системе в Kubernetes появился манифест пода, он так подумал, вот эта нода как раз подходит для этих целей. Дальше Kubelet, обратите внимание. Помните, я уже говорил, что у нас Kubelet занимается запуском подов. Kubelet скачал image engine Claytos на ноде VR2. Дальше он загрузился, он написал, что он быстренько загрузился, все хорошо. Дальше он создал контейнер nginx внутри пода и запустил контейнер nginx. Кроме всего прочего, нас интересует поле под названием статус. Вот оно. Это поле статус. Статус running. Ну, как раз вот когда мы делали getpods, там у нас было состояние пода running. Статусы пода. Значит, давайте посмотрим, какие статусы могут быть у подов. Я здесь вынес. Значит, pending. Под был принят кластером Kubernetes, но контейнеры не настроены, еще не готовы к запуску. Ну, то есть, допустим, в этот момент происходит там ожидание, когда планировщик его запустит, или там закачивается, то есть делает пул имиджу этого и так далее. То есть, грубо говоря, мы как бы его отдали, но он еще не запустился, он ожидает, когда его планировщик обработает, ну и так далее. Дальше, раннинг, все понятно. Здесь у нас все контейнеры в поде запущены. Напоминаю, что в поде может быть не один, а несколько контейнеров. Вот, и они запущены, или хотя бы один еще там работает и так далее. Succeeded, это все контейнеры были завершены. То есть, под, когда завершает свою работу, все контейнеры завершили свою работу. Состояние succeeded, под успешно завершился. Failed. Все контейнеры в поде завершены, и по крайней мере один контейнер завершил работу с ошибкой. Дело в том, что у нас код возврата, там есть такое понятие, и контейнер может быть с ненулевым статусом, какое-либо там приложение в контейнере завершило свою работу, и контейнер вернул нулевой статус. Либо, например, сама система по каким-то причинам взяла, удалила, убила этот контейнер и автоматически его не перезапустила. Дело в том, что у нас контейнеры могут автоматом перезапускаться, но вот в случае, если он не перезапустился по какой-то причине системой, тоже состояние failed. Ну и состояние unknown, это когда у нас нет связи с API кубера, это состояние подов. Также у нас есть... Ну, про Events я уже рассказывал вам. Кстати, если вдруг какие-то проблемы с подом, то действительно у вас в Events будет написано, какие проблемы у вас произошли. Почему конкретно у вас состояние failed. Да, почему у вас не получается там запустить под. Почему он находится в pending. Например, очень долго он висит в pending, а вы не понимаете, почему он в pending находится. Соответственно, в Events обычно это все описывается. Кроме состояния пода, у нас есть еще состояние контейнера. То бишь, у вас там есть контейнеры внутри пода. Вот у нас есть в describe, видите, контейнер. Дальше у нас есть здесь контейнер с именем nginx. Ну, тут у нас image, бла-бла-бла, все дела. И вот у нас есть state, состояние уже конкретного контейнера. То было состояние пода,
а это состояние конкретного контейнера в поде. Ну, здесь очень просто. Waiting ждет запуска, по каким-то причинам еще не запущен. Running запущен, выполняется. Terminated завершен. Из Describe можно вытащить много разной полезной информации. И, в принципе, командой Describe мы с вами будем пользоваться достаточно часто. Теперь вернемся к манифесту пода. Помните, опять же, я в одном из начальных видео вам рассказывал, что когда вы манифест какой-то кидаете в кластер Кубера, потом на него наслаивается дополнительно служебная информация. И вот, собственно говоря, мы с вами кидали в Кубер вот такой манифест, а мы можем сейчас посмотреть, как он хранится, в каком виде, что там, кто куда чего накидал. Соответственно, традиционно мы можем при помощи команды getPod, указав имя пода и в каком namespace он находится, выдать информацию о нем, ну, то есть, грубо говоря, получить манифест нашего пода в формате YAML. Но поскольку информации будет много, мы это все передаем в less. И вот смотрите, это текущая версия манифеста, как она хранится внутри нашего кластера Кубера. То есть то, что мы кинули туда, и что на самом деле у нас здесь появилось. Здесь появились какие-то аннотации собственные, какие-то дополнительные поля, там creation timestamp, resource version. Кстати, по этому resource version будет отслеживание. Например, можно отслеживать конкретный ресурс, который вам нужен, ну и так далее. Здесь есть спецификация нашего контейнера. Но видите, спецификацию мы давали довольно-таки маленькую. Вот так надо сделать. Да? Вот у нас вся спецификация. А в нашем с вами случае спецификация много параметров, которые добавляются, например, по умолчанию. Например, тот же самый протокол TCP, когда мы указываем порт. Ну и прочие здесь дополнительные вещи. Раздел статус добавился. Кстати, вы когда Kubernetes API будете документацию смотреть, там эти поля все описаны, они там все есть. То есть, вот, допустим, раздел статус по пробам, чего там пробы, как работали, про пробы мы чуть позже поговорим и так далее. Текущее состояние. Ну, в общем, грубо говоря, вы можете вот таким образом посмотреть то, что сейчас, вернее, какой манифест сейчас вашего пода находится в кластере Kubernetes. И, в общем-то, разница между тем, что мы туда кидали и что в итоге получилось, ну, она перед вами. Вы можете это оценить. Как я говорил ранее, в манифесте пода вы можете описать минимальные какие-то вещи. Допустим, достаточно просто сказать контейнер, image, название контейнера, ну, там даже порт можно не указывать, и уже с ним можно работать. Но это не есть хорошо. Есть, скажем, так называемый best practice, которые показывают, что желательно определять в вашем поде, чтобы в дальнейшем у вас не было никаких проблем при работе с этим подом, чтобы у вас, допустим, вдруг не закончились ресурсы, для того, чтобы потом с ним можно было там, хорошо мониторить и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас с вами говорим о том, что такое хороший манифест пода, что там должно быть по умолчанию. Здесь я выделил парочку основных моментов, которые вот реально нужны для работы. Это labels, метки, это тег контейнера, явное указание, это явно указывать ресурсы пробы и так называемый security контекст. Значит, мы с вами рассмотрим все, что здесь написано, кроме security контекст, потому что это достаточно, ну скажем так, продвинутая вещь. И на данном этапе для того, чтобы security контекст с вами изучать, ну, во всяком случае, показать пример security контекст, как правильно делать, например, допустим, на Nginx, нам нужно кое-какие дополнительные вещи знать, а сейчас мы про них не знаем, как бы, и поэтому, ну, тяжело будет объяснить, как это security контекст. Придется очень много-много-много рассказывать до того, как мы подойдем к security контекст. Поэтому будет небольшая light-версия, но про security контекст просто не забывайте. Его тоже желательно, вернее, как желательно, нужно указывать в манифесте пода. Метки, то есть labels. Ну, это тоже пары ключ значения, как у нас все в манифестах находится. При помощи меток мы с вами метим, да, метим наши какие-то объекты в кластере Кубера. И в дальнейшем мы будем обращаться к этим объектам. В большинстве случаев не по имени, а по меткам. Будем указывать метки, вот что нам там нужно найти. Кроме всего прочего, это будет удобно. Кроме всего прочего, потом мониторинги всякие, прочие вещи, они очень легко будут настраиваться именно по этим меткам.
Значит, метка определяется в разделе метадата, соответственно, будет тут у нас раздел labels, и дальше ключ значения вы можете указывать метки, которые вы будете использовать. Я бы рекомендовал указывать как минимум две ветки, это метки. Как минимум две метки. Это какое-нибудь название application. Ну, можно писать, на самом деле, вот это имя абсолютно, имя ключа абсолютно все равно, как будете называть, там app, application и так далее. Но чтобы по смыслу было понятно, что здесь указывается название приложения. И дальше название приложения, которое там внутри без версии. И отдельно ветку, да что ж такое, и отдельно метку version, который указывает версию приложения, ну хотя бы основного приложения, которое у вас там есть. Если два будет, ну там два пода, в два контейнера в поде, ну там уже придется разруливать. Ну вот на самом деле version это желательно ставить именно так, потому что в дальнейшем некоторые системы, ну, например, тот же самый всеми любимый загадочный Istio, он очень любит, когда у вас приложение есть метка version, он ее использует потом в отображении вам информации. Ну и вам будет понятно, что вот у вас под такое-то приложение с такой-то версией. То есть не надо будет лезть потом смотреть, там, допустим, какой image контейнера вы там используете. Следующее, на что нужно обратить внимание, это на образ контейнера. Вот в предыдущем примере, видите, image у нас был Nginx latest. Так вот, никогда в своей работе не используйте тег latest. Это прямо фу-фу-фу. Это прямо вот очень плохо. Дело в том, что у вас при рестарте контейнера система контейнеризации, которая вот у вас работает, допустим, тот же самый контейнер D, либо CRI-O, они обращаются, допустим, могут обратиться к хранилищу контейнеров, а у вас уже latest будет там совсем другой контейнер. Ну, там через пару месяцев разработчики что-нибудь придумали, бац, и у вас там другой совсем контейнер. Он скачается, а у него могут быть другие конфигурационные параметры, другие аргументы командной строки, другие переменные среды окружения. И ваш манифест, рассчитанный под определенную версию контейнера, через какое-то время вдруг столкнется с тем, что вы скачали не ту версию, под которую он рассчитан. Поэтому всегда указывайте тег, явно определяющий ваш image. Вот в нашем случае мы исправим вместо Nginx latest, напишем 1.20.7.5. Кстати, вот в labels version мы тоже 1.20.7.5 как раз и указали. Вот, обратите просто внимание. И это вот прямо вот железно нужно себе в голову вбить. Никогда не использовать latest. Иногда не указывают тег, просто пишут Nginx. Ну, в этом случае тоже подразумевается latest. Он как бы неявно присутствует. Поэтому всегда указывайте версию, да, то есть конкретный контейнер, который вы хотите использовать. Ресурсы. Тоже всегда указывайте ресурсы для ваших контейнеров в вашем поде. Это поможет избежать проблем с недостатком ресурсов в вашем кластере. Ну, допустим, у вас контейнер потек, приложение в контейнере потекло и начало сжирать всю оперативную память. Если вы явно не укажете системе контейнеризации, что вот этот контейнер нужно ограничить там только таким объемом памяти, то он потихонечку съест у вас все и начнутся неприятности на вашей ноде. Поэтому нужно ограничивать ваш контейнер по ресурсам. Мы это сделали сразу. Значит, есть два варианта, это request и limits. Request — это которые сразу ресурсы выделяются, резервируются под, ну как резервируются, учитывается, что вот эти ресурсы заняты этим подом. Это для планировщика вашего. Он будет учитывать, что эти ресурсы минимум заняты этим подом. А максимум лимит, за который нельзя вылезать, память и ЦПУ лимит, они, во-первых, ограничивают ваш контейнер. И если вдруг ваш контейнер начинает кушать больше памяти, чем здесь указано, к нему приходит OM-киллер, бьет его по башке и убивает нафиг. И у вас контейнер запускается по новой. Значит, если у вас по CPU он достигает лимита, то у вас начинает просто тротлить. То есть у вас тротл CPU-шник идет со страшной силой. То есть запомнили эти две вещи, да? Вы, в принципе, можете не указывать requests, но limits всегда указывайте. Вот просто всегда. Соответственно, таким образом вы еще и повлияете на приоритеты. Там есть такое понятие quality of service, приоритеты и так далее. Об этом мы сейчас с вами говорить не будем, но в том числе указание ресурсов влияет на приоритеты вашего пода
ну, в кластере Кубера и на ноде кластера. Поэтому всегда указываем ресурсы. Более того, современные системы, ну, тот же самый модуль Kubernetes, да, расширение Kubernetes, которое я установил в Visual Studio Code. Если вы будете там создавать какой-нибудь под, и он увидит, что у вас нет ресурсов, не определены ресурсы, он вам будет там выдавать предупреждение: ай-яй-яй, вы ресурсы не определили, как плохо. Следующий важный момент, который всегда, ну желательно всегда, ну нежелательно, ну реально нужно определять в поде, в манифесте пода, это пробы. То бишь пробы — это какой-то механизм, который обращается к вашему контейнеру и пытается получить от него информацию. Живой ваш контейнер или не живой? Там, готов ваш контейнер принимать соединение по сети или не готов? То есть, конечно же, в идеальном случае приложение должно иметь специальные, скажем так, поинты, куда можно обратиться с вопросом: ты запустился, ты готов, ты вообще там как, да? Это может быть там отдельный порт, это может быть отдельный контекст, ну то есть путь, да, в URL, куда вы обращаетесь к нему. Тут уже все зависит от приложения. Так вот, существует 4 механизма для реализации проверок. Это ключевые слова exec, TCP-socket, HTTP-GET и gRPC. Exec — это означает, что внутри контейнера будет запущено какое-то приложение. Ну, допустим, какой-нибудь батничек внутри контейнера запускается. Или там, допустим, там, не знаю, ну, что-нибудь, какое-нибудь приложение, находящееся внутри контейнера. Соответственно, стандартно, если код возврата этого приложения 0, то все хорошо. Если не 0, то все плохо. TCP-socket — это просто соединение, попытка соединения на указанный порт. Дело в том, что IP-адрес контейнера мы с вами знаем, более того, там это loopback интерфейс 127.0.0.1, но про сети мы поговорим потом отдельно, но в любом случае мы всегда имеем порт. Ну, опять же, у нас как бы контейнеры всегда работают с сетью, ну, вот карма такая, ну, вот. Поэтому должен быть какой-то порт, который они, допустим, прослушивают. Соответственно, попытка сетевого соединения на указанный порт. То есть мы просто на уровне TCP/IP тыкнулись туда, получилось установить соединение по TCP. Ну, то есть прошел секвенс, да, sync и так далее. Ну, то есть трехшаговое квитирование. Все окей. Значит, ваше приложение считается рабочим. Если мы не смогли установить TCP соединение, да, то приложение считается нерабочим. А в случае, если у вас там какой-нибудь веб-сервис, ну, тут все очень просто. Вы должны предусмотреть какой-нибудь путь, по которому можно к нему обратиться, и он должен вернуть там значение любое, ну, вот, от 200 до 399. И если он возвращает при HTTP-GET запросе, значит, ваше приложение рабочее. Если не возвращает, ну, не рабочее. Ну и gRPC — это для... Тут дополнительная настройка про gRPC, если говорить. Но тоже смысл такой же. То есть каким-то образом мы проверяем работу вашего приложения. Значит, каждая проба у нас возвращает success, failure, либо unknown. Ну, понятно, что если success, то все хорошо. Это имеется в виду вот это вот. Да? Failure, либо unknown, значит, все плохо, мы не готовы. Дальше существует 3 типа проб для проверки. Это liveness проба, readiness проба и стартап проб. Значит, как ни странно, я начну со стартап пробы, хотя она 3-я в списке. Существуют приложения, которые долго стартуют. Вот, допустим, ваше приложение может стартовать 20 минут. Ну, допустим, там какая-то прогрев базы данных, еще чего-нибудь. И оно формально еще не работает. Оно формально не готово принимать сетевые соединения. Но вот ему нужно там 20 минут на то, чтобы прогреться. Если пользоваться стандартными liveness, readiness пробами, у нас не получится такую ситуацию описать. Поэтому существует стартап проб. Она работает одна. Она liveness, readiness пробы не запускает, она их просто игнорирует. На время работы стартап пробы вот эти пробы liveness, readiness не запускаются. И вот если она успешно завершает свою работу, тогда уже начинают работать остальные пробы. Дело в том, что остальные пробы, они выполняются с определенной периодичностью. Они каждый раз в течение работы приложения все время к нему обращаются. То есть не только при старте приложения, а во время работы. Стартап-проба запускается один раз при старте. И вот приложение прогрелось, вошло в нормальный режим. Все, она отключается, больше не работает, начинает работать liveness проб и readiness проб. Liveness проб определяет, работает ли контейнер. Ну, соответственно,
Если она не сработала, то кубилет убивает контейнер и в зависимости от restart policy либо перезапускает, либо не перезапускает и так далее. Readiness Probe, она проверяет, а готово ли ваше приложение принимать запросы по сети. И если ваше приложение готово принимать запросы по сети, то включается внутренняя сетка Кубера, которая просто позволяет подключиться к вашему приложению. Опять же, про сети Кубера и про то, что такое сервисы, endpoint слайсы, мы потом отдельно поговорим. Итого 3 пробы. Обычно приложение стартует быстро и определяются 2 пробы. Liveness Probe и Readiness пробы. Стартап пробы, она не обязательна. Повторюсь, она только для тех приложений, у которых очень долгий старт. Ну, обычно какие-нибудь Java-приложения там всякие, в основном. Да. Ну, на самом деле, смотрите сами, какое у вас приложение, нужна ли ему стартап проб. Она не обязательная. Какие конкретно пробы писать, на самом деле зависит от того, какое у вас приложение и нюансики работы. В нашем с вами случае это Nginx, он стартует достаточно быстро, ну практически моментально в нашем случае, поэтому нам стартап проба не нужна. У нас будет 2 пробы, Liveness Probe и Readiness проба. Соответственно, мы будем использовать TCP-сокет. Почему не HTTP-GET? Потому что любой HTTP-GET, который мы будем использовать, это HTTP-запрос к Nginx. А любой запрос к Nginx у нас что делает? Он у нас в access-логе пишет строчку access log. И, допустим, если проба у вас будет происходить там каждые 10 секунд, да, вот, допустим, вот мы пишем, что данная проба будет осуществляться каждые 10 секунд, а еще readiness проба будет осуществляться каждые 10 секунд, то у вас каждые 10 секунд будут запросы в файлике, в логе в access log Nginx, а нам это не надо. В принципе, можно поколдовать, если будет какой-то определенный URL, то его в логе, ну, наверное, так можно сделать, я никогда не делал, честно признаюсь. Так вот, сейчас мысль пришла такая. Но вот TCP-сокет, мы просто попытались на сокет подключиться, там ответил хорошо, не ответил нехорошо. Ну, в случае Nginx, в большинстве случаев этого, думаю, нормально будет. Но если какой-то более сложный случай, ну, поколдуйте там, уж придумайте что-нибудь. В нашем случае, в качестве примера, у нас будут 2 пробы, Liveness, Readiness проба, TCP-сокет. На 80-й порт мы будем коннектиться. Будет первоначальная задержка 15 секунд, и потом с периодичностью 10 секунд мы с вами будем повторять уже эту пробу. На самом деле там параметров гораздо больше. В документации к пробам почитайте. Там можно еще подтюнить. Но в нашем случае, вот в качестве примера, достаточно указать то, что я показал здесь сейчас. Ну что ж, давайте попробуем сейчас применить. Я, соответственно, это все сделал вот в этом манифесте 0.1. Видите, вот здесь у нас есть и явное указание, ну, во-первых, лейблы, во-вторых, явное указание контейнера, который мы используем, ресурсы, Liveness, Readiness пробы. То есть вот это вот полноценный такой хороший, скажем так, манифест пода, за исключением security, да. Ну, повторюсь, там слишком много рассказывать. Вот если мы сейчас попробуем применить этот под, то мы должны, в общем-то, получить сообщение об ошибке. Так. Что у нас здесь пишет? Так, под my first pod invalid. Спецификация, в спецификации запрещено апдейт пода. Мы не можем менять имя spec container image. Помните, у нас image был latest, а сейчас image другой. Смотрите, на самом деле, когда мы работаем с подами и вообще в кубере, то вы должны понять один простой принцип. Если вы изменили манифест, то вы должны, ну скажем так, в подавляющем большинстве случаев, вы должны сначала удалить старый под и вместо него запустить новый. Это в том случае, если вы вносите какие-то изменения в манифест. Конечно же, далеко не все поля в манифесте требуют вот такой вот, скажем так, блокировка такая происходит. Есть список полей, которые вы можете изменять на лету. Есть специальная команда kubectl patch. То бишь при помощи kubectl patch вы какие-то параметры можете изменить. Но в нашем с вами случае мы изменили контейнер. А это уже серьезно. И мы с вами, соответственно, получаем соответствующую ошибочку, ну и так далее. И мы понимаем, что, в общем-то, мы не правы. Поэтому мы делаем следующее. Мы удаляем сначала старый под. Мы удаляем его по имени.
Можно было указать по файлу, то бишь можно было указать delete, дальше "-f" имя файла и все, что в этом манифесте будет удалено. Но поскольку мы знаем имя пода, и у нас всего лишь один под, без всяких дополнительных параметров, поэтому мы просто этот под удаляем. Вот. А теперь уже дальше применяем соответствующий манифест. Обратите просто внимание, я не указываю nwork, то бишь я не указываю namespace, потому что у нас в манифесте namespace указан. Вот. И, соответственно, у нас этот под запускается. И вы можете посмотреть его. Ну вот видите, статус пода running, но он еще не ready. Значит, здесь у нас указывается, сколько контейнеров внутри пода и сколько из них уже запущено. То есть, как видите, у нас там один контейнер, но на данный момент, на момент вызова программы kubectl, он еще не был запущен. А вот теперь у нас полностью рабочий. То бишь мы по состоянию по ready видим с вами, что вот из всех контейнеров, которые там есть в поде, все контейнеры запущены. Ну и статус у нас у пода running. То есть все хорошо. Дальше можно при помощи describe это все посмотреть, убедиться, что у нас там есть. Мы там увидим наши пробы, увидим прочие вещи. Вот. Ну и, соответственно, теперь, поскольку мы указывали пробы при помощи TCP Connection, мы должны убедиться, что вот наш лог не мусорится. Значит, у нас команда kubectl logs есть. Мы можем посмотреть логи. Вот, команда очень простая. И мы видим, что вот наш Nginx здесь никаких HTTP GET, а на самом деле там будет HTTP GET использоваться. Здесь у нас нет, он не мусорит. Просто указал, что вот я стартанул, там какие-то вещи вывел на экран и все. Это все, что касается данного приложения. Ну и, соответственно, давайте мы его удалим, потому что дальше этот под нам не потребуется для дальнейшей работы. Ну, соответственно, основные вещи, основные, скажем так, моменты работы с подом. Очень важно, напомню, describe, вот логи посмотреть. Это мы все уже с вами умеем. Ну и вы поняли, да, есть некие вещи в манифесте, которые нужно указывать. Мы тоже посмотрели, причину, я надеюсь, вы тоже поняли. Теперь поговорим о дополнительных контейнерах, которые мы можем размещать в поде. Ну, вы уже поняли, да, я уже вам рассказывал, что в принципе вы можете в одном поде указать несколько контейнеров, которые работают. И прямо в манифесте пода, просто вот здесь, в массиве containers просто добавить -name, там, second container, еще чего-то там, -name и так далее. То бишь вы можете несколько контейнеров указать здесь. Эти контейнеры запускаются параллельно друг другу, они друг от друга не зависят и просто параллельно запускаются и дальше работают. Но если говорить о других типах контейнеров, которые мы можем с вами в поде указать, это в первую очередь так называемые init контейнеры, которые выполняются при старте пода перед запуском остальных контейнеров. Вот так называемые init контейнеры. Ну, в документации есть отдельный рассказ, что такое init контейнеры, бла-бла-бла, и это вы потом можете отдельно почитать. Значит, для init контейнеров в разделе spec есть дополнительный массив, то есть у нас там был массив containers, а мы можем с вами добавить раздел init контейнеров. Ну вот, собственно говоря, это наш тот же самый под, все то же самое. Вот наш контейнер, который там был, Nginx, со всеми liveness пробами. И здесь мы добавляем init контейнер, ну, называем его, допустим, init myService. Используем контейнер busybox, версия 1.28. Видите, явно указываю тег, как положено. Дальше внутри этого контейнера выполняются какие-то команды, или это может быть заранее подготовленный контейнер, где запускается скрипт какой-то, который подготавливает что-нибудь для работы вашего основного контейнера. Ну, например, скачивает какие-то файлы, необходимые для работы вашего контейнера, готовит там что-то, не знаю, например, меняют права на директории, для того, чтобы ваш основной контейнер мог спокойно работать с подключенным томом. То есть вы подключаете какой-нибудь volume к поду, init контейнер там делает соответствующие права доступа, а дальше запускается основной контейнер, который там дальше работает. Для всякого разного может init контейнер применяться. В нашем с вами случае здесь очень просто. Мы запускаем shell, команду, где мы пишем echo initialize, дальше делаем задержку 10 секунд, и все, и контейнер нам завершает свою работу. То есть, будем считать, что он что-то здесь подготовил.
Значит, обязательно указывайте для init контейнера тоже request limits, это обязательно. Пробы для init контейнера не нужны, вот просто тупо не нужны. Ну и labels у нас на под идут, да, на контейнер тут никаких labels у нас нет. Вот. Что касается безопасности, там тоже будут вопросы, связанные с безопасностью, соответственно, на спецификации тоже можно будет у каждого. Можно будет там сделать на под целиком, можно на конкретный контейнер отдельно. Но в нашем с вами случае, вот, все, что нам здесь нужно, мы указали. То бишь, когда мы запустим данный под, у нас сначала запустится init контейнер, выполнит эту команду, завершит свою работу, и в случае успешного завершения работы init контейнера запустятся остальные контейнеры. Вот, а дальше у нас запускается Nginx, и мы это все с вами увидим. Значит, давайте его запустим. Так, он у нас создался. Сейчас немножко подождем и посмотрим логи. Вот обратите, пожалуйста, внимание, при помощи kubectl logs мы можем в поде посмотреть логи конкретного контейнера. То есть мы можем указать конкретный контейнер, логи которого мы хотим посмотреть. Если у нас этих контейнеров много. Несмотря на то, что этот контейнер как бы завершит свою работу, но логи-то его все равно останутся, да? Соответственно, мы можем посмотреть логи данного init контейнера. Ну, помните, он у нас там писал initializing. Ну, в общем, что-то он там сделал, запустился. Вот. Ну и теперь посмотрим describe. Знакомая вам команда. Посмотрим describe нашего пода. И будем смотреть. Вот видите, раздел есть init containers. Здесь информация о том, что к чему. И видите, state terminated, то бишь он завершил работу. Reason completed, выполнен. Exit code 0. То есть он завершил свою работу успешно. То есть все с ним было хорошо, все замечательно. Ну а дальше уже запускается наш контейнер, который вот Nginx работает, и мы можем с ним дальше работать. То есть таким образом мы с вами поработали, добавили init контейнер. Кстати, ух ты, елки-палки, не то сделал. Практика добавления init контейнеров очень распространена. И при помощи init контейнеров решают достаточно много задач, когда вам нужно как-то хитро выкрутиться будет. Это далеко не все, что можно на самом деле внутри пода описывать. Там мы с вами не касались волюмов, у нас будет отдельная тема про тома, подключаемые к контейнерам. Мы не касались там сети и прочие всякие разные вещи, которые в поде можно описывать. Но наша задача сейчас вот начать работать. Это вот отправная точка. Напомню, что под — это то, вокруг чего будет крутиться весь кубер. Потому что под — это то приложение, которое вы запускаете, а кубер он как раз и заточен по то, чтобы приложение запускать. Все остальное, оно как бы вокруг этого пода создается, там всякие сервисы, там ингрессы, конфиг-мапы и прочие всякие штуки. То есть они вот дальше будут с этим подом каким-то образом взаимодействовать. И поэтому мы сейчас с вами этот под посмотрели в достаточно базовом варианте. Посмотрели, как сделать правильный манифест пода, как с ним приблизительно работать. То бишь обязательно запомните describe, обязательно запомните logs. Да? Это важные вещи. Создание и удаление пода. Конечно, это все при помощи kubectl. Ну, не только при помощи kubectl можно делать. Можно использовать всякие хорошие инструменты, например, та же самая линза. Ну, вот сейчас у нас тут я удалил под, но, в принципе, можно было бы и здесь посмотреть. Да, забегая вперед, это линза коммерческая. Это не OpenLens, есть еще OpenLens, она бесплатная. Но в коммерческой линзе есть подписка за $0. То есть вы ничего не платите, просто пользуйтесь их не в своей работе, а вот для каких-то своих там экспериментальных познавательных целей. Вот я пользуюсь для познавательных целей линзой, почему бы и нет, хороший инструмент. Если вдруг вам требуется коммерческое использование, OpenLens, там есть K9s, например, в командной строке, есть веб-интерфейс Кубера, который ставится как приложение. Очень много всяких вариантов, но опять же kubectl база, знать его надо, и мы с вами, в общем-то, сейчас сегодня все делали при помощи kubectl. Ну что ж, на сегодня все. С подами мы закончили.
А дальше мы начнем уже другие компоненты, которые эти поды будут использовать в своей работе. До свидания, увидимся в одном из следующих видео.